Надо будет подержать вон там, а то зажмет. То есть не подержать, а чуть ее отклонить. Вот так. Поехали. Все, прорезал. Не зарезал. Подожди, а мы можем... Стой так, стой, я уберу. Вот так, все. Вот так сейчас. Выставил? Да. Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Мы сейчас занимаемся здесь крышей. Скрепили коньковый прогон. Вот он лежит у нас. Будем поднимать. Но сначала мы выставили крайние стойки. Вон ту и сзади Маргариты. Пока так. Временными укосинами. Поставили эту. Сейчас натянем веревки. И будем более ровно ставить эту и еще вот тут у нас одна. То есть у нас будет 4 стойки. 4 стойки, потом пойдут уже укосины, чтобы вот так крыша не качалась. Что-то выкручиваю, я... Первый раз в жизни увидел сверчка. Вживую. Вот он на фундаменте. На трешечке. Ну, на трешечке. Крыльями дребезжит. Ну-ка чуть переместись, чтобы тень. Угу. Так они обычно в траве, их не видно. Подойдешь, они перестают трещать. Ну, типа жучка, что ли. Да. Алекс сделал кран. Быстросъем, да? Для шланга. Да. Ну, когда мы набираем в бочке воду, чтобы мы крепим на кран, а он бывает выскакивает, когда напор хороший. Ну и помимо этого ты уже ничего не наберешь в ведро, если шланг подключишь. Ну да. А так отдельно будет. Сюда быстросъем, здесь можно воду. Надо в бочку воды набрать. Чпок сюда шланг. Открыл и все. Удобно. И укоротил Алик чуть-чуть. Ну да, там высокий гусениц получается. Сейчас привяжу, примотаю проволокой. Как-то так. Да? Сейчас воды нету пока. Алик занимается. Надо было поймать момент, когда нет воды. Да, у нас сегодня погода такая классная. Прохладно. Солнышко. А воды-то нет со вчерашнего дня. Да. Солнышка нету, свежо, хорошо. Я сейчас пошла еще посеяла кабачков чуть-чуть. Может, зайдут. Так, ну и сейчас проволокой мотану.
Ну, там, наверное, несколько надо. Да, В несколько. нескольких Ну, я местах. с верхней начну, чтобы удобнее так было. А вот розочки Алика любимые распустились. Такой букет. Да? Да, но мне больше нравятся маленькие розочки. Это много-много маленьких. Но это надо сорт такой сажать. Большие кусты. Можно будет осенью прикупить. И вот тоже это Влад нам отдал, у себя выкопал. Они там территорию расчищали и нам отдал. Вот они такого же цвета. Алые. Красивые. У нас дождик прошел. Так, даже землю не промочил. Я сейчас вот кабачки сеяла, поливала землю, потому что она сухая. Обещали грозу сильную. Ну, грозу обещали в 3 часа дня. Посмотрим, что у нас будет. Ну, хоть что-то можно поделать. Жары нет такой. А то прям сильная жара. На солнце так вообще градусов 60-70, наверное, да? Ну да, Выматывает. жарко. Работать тяжело. Так-то нормально, но работать тяжеловато. Да, ну, такая. Нам еще надо шланг купить, а вот у нас треснул. Ну, новый. Вот такой желтый, он более-менее нормальный. Он мягкий. мягкий. Он тоже армированный. Он недорогой, Двухслойный армированный. так же, как зеленые вот эти стоят. Ну, он мягкий. А вот зеленые вот эти, они от холодной Ну, вот воды... эти прозрачные, синий, Да, зеленый. синий, зеленый. Вот они от холодной воды чуть пережал его, и он треснул. И вот у нас столько соединений уже по этим шлангам. Потому что идешь где-то, не заметил, наступил, где-то там его разматываешь, он пережался, и все. А вот это нормальный желтый. Ну все, ждем воду. Вот так откроем. Будешь открывать. Ну, получилось так, что кран снизу, потому что, когда это дело спаял, начал крутить кран, накрутил, а он, как бы, резьба, все, закончился, и он снизу. Я думаю, это не критично, снизу, сверху. Ну да. Вот. Ну, вот тут. Всё. А здесь у нас двухэтажный коттедж. Вот он, вискарик. Вискас. Лапку мы ему перевязываем каждый день. Так, Снежок, успокойся. Мы ему воротник одеваем. Я его заматываю в тряпку. Одну лапу вот эту вытаскиваю. Кладем на стол, и он нормально лежит спокойно. Ну, самое сложное это снять вот этот пластырь. Здесь он тканевый, медицинский. Ножницами он плохо режется. А потом уже перемотать не проблема. Снимать не очень легко. Ну, он сам вроде не снимал ни разу повязку. Хорошо держит вот этот пластырь. Тканевый, медицинский. Вот. Да, вискарик? Кайфушечки. Да. Лежи, отдыхай. Так, шланг. Быстро съем, Алик. Что-то этот быстро съем другого диаметра, Да? что ли. Ну, какой-то он это туговатый. Сейчас посмотрим. Это что-то. Может, наоборот, может, неправильно что-то сделал? Я специалист высшего разряда. Широкого Я профиля. ничего не делаю неправильно. Все делаю заранее, все продумав. Но тут дело не в этом. Есть такие пошире. Тут, видишь, с обратным клапаном, чтобы вода не стекала со шланга. Так. Все должно быть четко. Но они разные. Вот мы до этого покупали. Вот это она прям нормально так налетает. Ну, в принципе, вот сейчас закручу. Туговато, конечно. Вот так вот. Чпок. О, Все. Надо, ну подошел. все, теперь Маргарите Васильевне будет удобно. Тема. Шланги одевать. Да. Тема. Да их можно вообще не снимать. Вот они как Короче, оделись. мы водой что пользуемся? Мы набираем воду и пользуемся. А кран этот открыть бывает, ну так, животным воды набрать, когда есть вода. Да, Ну и какую-нибудь кастрюлю большую помыть. да, сполоснуть что-нибудь. А так мы, в принципе, и отсюда воду и практически не берем. Мы вот набираем себе в колодец, набираем в бочки и поливаем потом или пользуемся. О. Все. Надо еще вот на тот шланг, вот на этот еще быстро надо было купить. Надо купить. Быстро Да. всё. Вот, ну красота. Теперь осталось воды дождаться. Вискас. Хватит украшенничать. Сегодня начали бройлеров убирать. Мясо у нас закончилось. Покупать
Я не хочу. У нас бройлером сегодня 41 день. Рекомендуется их убирать, начиная с 41 дня. Но по своему опыту я вам скажу, что чем дольше держать бройлеров, тем жестче мясо становится. Вот мы как-то убирали в 60 дней, не проживать было. Поэтому... Он уже становится как обычная курица. Да, жесткий. Домашняя. Вот потихоньку начинаем, потому что сколько у нас их? 17. Мы брали 20, 3 подохли и 17 осталось. Ну, чтоб не напрягаясь так вот, не по 10 штук в день, для меня это тяжело. Ну, потихонечку начнем. Да и едят они уже, дай боже. Кормили мы их золотой короной. Сначала Южной короной. Ой, южной короной, господи. Брали старт Пурина, так как мы в Отрадную ездили за бройлерами. Заодно заехали, сразу взяли Пурины, там 10 килограмм старта. А потом уже южной короной. А сколько всего ушло килограмм? Так кто ж считал? Я не считала. Вот В так принципе, раз в неделю ездили, килограмм по 10 брали. Ну, когда мы в прошлом году, я считала, или в позапрошлом, когда вышло в 2 раза выгоднее, даже с кормом. Но мы тогда брали Пурину, а Пурина стоила Дороже, да? 52, по-моему, а Южная корона 48. Вот рост, старт 48. Я думаю, нормально, выгодно все-таки. Если покупать мясо, я покупала бройлера домашнего. 320 рублей килограмм сейчас стоит. Ну, по крайней мере, в удобном магазине. На рынке не знаю сколько. Может, кто-то с Отрадной, кто знает, сколько стоит бройлер на рынке, напишите. Я, честно, не знаю. В прошлом году 280 был. Ты еще не посчитала затраты на электричество. Ну, я не думаю, что В самом там начале же мы обогреватели моем Ну делали. и что? Ну, я не думаю, что там прям бешеные тысячи на электричество ушли. Вот, Ну, сейчас взвешу, ну, осмолю их все туда-сюда и взвешу тушки. Сколько они в 40 день? Ой, в 41 день весят. Это КОП 700. Нам писали, что КОП 700 не может быть, это Чехия. Нет, друзья. Да Чехии нет в России сейчас. КОП 500 это Чехия. КОП 700 это Башкирия. Имейте в виду. А то люди не знают, а пишут, да, дезинформацию распространяют. Слышал звон. Да, и не знаю, где он. Так, вот это покрупнее, по-моему, тушка. Вот. Сейчас я их доведу до ума, взвешу, и мы посмотрим, сколько КОП 700 весит в 41 день. Че, Максюшка, сегодня хорошо, тепло. Не очень жарко, да? Солнца практически нету. Ветра нет. Для тебя самая кайфовая погода. Взвесим бройлеров. Они у меня в холодной воде вымачивались 1,5 часа. Посмотрим. 41 день. Так, вот такие контарики у меня электронные. А где наши лежачие эти весы? Да где-то они мне... Их надо новые покупать, в общем. 20 килограмм. 20 2 килограмма. 2 килограмма. Ну, нормально. 2 килограмма, да? Да, Вполне. Вот это, по-моему, помельче будет. Мы не стремимся к весу там 3-4 килограмма. 2 килограмма самое то. Я вообще бы это пораньше выехал. Так, и второй. Ну, это Кило да, и 1,7, да. 750. Кило 750. Так что вполне нормально. Будем убирать следующих, тоже взвесим. Будут ли они крупнее или будут также по 2 килограмма. А еще я вчера наварила компот из вишни. Ну как наварила? Закрыла. Та, что Юра нас Да. угостил. Кипятком залила вишню. Добавила сахар, чуть лимонки. И вот вчера перевернула, а сейчас обратно перевернула, сняла утеплитель. Под одеялом они стояли. Вот. Я-то, друзья, думал, Маргарита компотик в кастрюле сварит, и мы будем работать. И куда ты эту кастрюлю? Она не будет храниться долго. Ну, тоже верно. Да. Вот это постоит. Ага. Это не на зиму, а на лето. И через месяцок будем пить.
Она настоится как раз. И вот баночку открыл, холодильник поставил, выпил, потом следующую. Потому что зимой, друзья, компоты не пьются. Зимой пьется чай, кофе, а им это вот именно Да, летом для жары, называется. для жары. Да. Сначала засаморезим, а потом прибьем. Не, 120-ками жирно. Сотками будем бить. Так, так, так. Я тебе, кстати, скажу, что макитовская бита на шурике Ага. ничем не лучше дешевых обычных. Точно так же. Вчера одна уже стерлась за полдня. Может, это подделка? Да не, фирма. И такое ощущение, что она меньше, но она та же PH2, но, короче, та стерлась, это уже вторая. Так что смысла нет переплачивать, она стоит в 2 раза дороже. На эти деньги можно 2 биты, а изнашиваются они одинаково. Если только думаешь, что у тебя там макетовская бита, оно того не стоит. Вчера с Димой поговорили, он говорил, что да, действительно, разницы нет в битах. Так. Это такой замок получается. Как бы держит вот эту длинную прогона, обнимает ее. Тут еще на этом прогоне работы много. Еще надо делать эти укосины. Вот. А, я тебе еще немножко расстрою. Нам еще надо 2 двухсотых доски. Вот такие, как на Муэрлате лежит. Знаешь зачем? Вот так лежа положить, прибить, то есть соединить палки, чтобы никакая из них не прогибалась больше для прочности. И, соответственно, вот к этим стойкам. Мы так с Димой вчера посовещались. Нужен для того, чтобы меньше провисал потолок. У нас же вот одна стойка идет висячая, видишь, вот, Ну, вот где комната там. да. Вот. И надо, чтобы все балки были воедино посередине закреплены. Но эти 2 доски у нас получатся золотые. Ну, ничего страшного, но это надо, Рит. Потому что, 2500 это будет, потолок. 2500 будет 2 доски и 2000 доставка. Ничего не поделаешь, это надо делать. Тогда надо будет еще каких-то досок докупить. Ну, до кучи. Что-нибудь, да, прикупим. Но это обязательно, пока я не начал делать стропила, потому что потом неудобно будет тут лазить. Крыша низкая. Маргарита хотела низкую крышу, но с большими свесами. Мне тоже нравится низкая крыша и с большими свесами. Но очень большие мы сделать не можем, здесь сильные ветра. Ну, уже знаем, какие будут. Что-то среднее выбрали.
что с картошкой у нас. А картошку кто-то спер. Вот прям по рядку. Вот прям он по рядку идет и жрет картошку. Это слепыш, друзья. Раз, два, три, 4, 5. Вот там еще кустов 7, наверное, уже утащил. Сейчас буду пробовать опять копать, ставить ловушку. Ну что ты будешь делать, а? Иначе мы вообще без картошки останемся. У нас всего-то 4 рядка ее. Вот я выдернула кусты, которые без картошки. Довольно прилично. Вот кусок. А это нам немножечко оставил. Сейчас буду искать ход. Попробую поставить еще ловушку. Но это кошмар какой-то. Он начал вот с этих рядов, так она и не созреет, эта картошка, не вырастет. Он ее утащит. Вот его ход раскопала прям под картошкой. И туда идет вдоль ряда. О, прям по рядку с картошкой идет ход. Сейчас поставлю ловушку. Буду надеяться, что он попадется. Так. Крючки. И железяку. Алик, пока вы там тукарите, у вас тырят картофан. У нас тырит? Да, представляешь, он там целую латку вытащил уже. Слепыш, я поставила ловушку. Ну, не знаю, надо... Я там притащила еще крючки. Надо будет еще сделать в другом месте поставить. Просто кусты засыхают. Вот я сейчас пошла, смотрю, сухие. А картошка-то есть там? Откуда? Нету, конечно, он ее спер. Один куст? Там 1/3 уже нету. Кустов 10-15. Ничего себе. Да, вот нам пишут многие там: отрава, дымовая шашка. Ничего, его только ловить. Ой, он на него не действует. Я тебе скажу так. Люди путают. Крота и слепыша – это разные вещи. Разные животные, да. Крот роет лапами, а слепыш зубами. У него, как у кролика Роджера, такие два клыка торчащие. Еще слепыша называют земляной хомяк, по-моему. Он серый такой. А крот, он черненький, он питается Кроты личинками. разного цвета бывают. Да, ну крот личинками питается, он не вреден, крот. А вот именно слепыш, он корнеплодами, и ты его ничем не вытравишь, его только ловить надо. Ему все равно вот эти рыбьи головы, там кошачьи туалеты, вертушки, погремушки. На него это не действует. И шланг с водой мы не можем засунуть. У нас воды У нас воды столько уже нет. сутки нет. Нет, вообще ее не столько, чтобы Ну в землю да. ее просто так Да, туда. спускать. У нас, когда вода появляется, мы либо в тонну набираем, либо в бочку, либо в свой бассейн, этот колодец. И все, в принципе. Ну и что, как у тебя успехи тут, рассказывай. Ну, потихонечку пришел, замерил, спустился, отрезал, покрасил, пришел сюда, прибил, пошел следующую. Вроде не сложно, а туда-сюда бегаешь, да? Ну, подняться, спуститься только, да, сколько времени уходит. Ну вот ты сейчас последнюю туда делаешь, третью, да? Четвертую. Я сейчас здесь делаю с одной стороны. А вот это для чего Там вы? с одной стороны сделаю, с двух. А там пока не могу, потому что там укосины временные стоят. Надо будет сначала прибить, потом поставить на эту сторону укосины. Вот эти переделать. Да, но это не мешает. Вон та, вот она по-другому прибита, она мешает. Ага. Потом буду вот эти укосины делать, вот такие. Вот тут, ну, их много еще. Понятно. А вот это для чего выемка? Расскажи мне, тупой, для чего это выемка? Но здесь будет стропилина вот так идти. Это чтобы не мешалось. То есть стропилина будет запиливаться 40 на 40. Вот так. Поняла. И туда пойдет. Поняла. Вот так мы ходим по чердаку нашему будущему. Я сегодня чуть мимо не наступил. Осторожней. Такой что-то это задумался, так раз. Надо под ноги Стрёмно, смотреть. да. Ну, потихонечку.
сделаем. Я пойду сейчас, наверное, рассажу хризантему и помидорчиков чуть-чуть еще рассажу. У меня перекур. Пришел посмотреть на образцово-показательный огород Маргариты. Вот так, друзья. Это не маленький огород в одну сотку. Это большой, аккуратный, чистый огород. Ну что? Хризантему рассаживаю. Наконец-то дошли у меня руки до хризантемы. Еще надо помидоры рассаживать, там у меня есть. Дел полно. Вон в тачку сложила картошку. Ботву, типа, ты что, видел? Не видел. Я-то уже показывала. Ну вот, посмотрите. Это что? Это я выдернула. Вот эта яма такая, что ли? Это я выкопала вон ход. Ну, я не знаю, пойдет он сюда. Вот ты сама тут руками сейчас не трогай, там же запах пойдет твой, и он не придет сюда. Ну вот, в общем. Да. Он прям по рядкам идет. Это вся картошка, что ты выкопал? Это что он оставил, да. А, что он оставил? Мгм. А это вот, ну, тут не полная тачка, Я понял. конечно. Да, интересно, поросям это можно? Я думаю, нет. Да. Ну, я поросям вон подготовила. Сейчас еще порву травы. Так что тыквы нормально растут. Кстати, я посадила несколько кустиков. Вот такие тыквы уже. Но это небольшие, но они растут хорошо. И огурцы вон уже подросли. Давай, показывай. А вот тут кто-то какая-то зараза лазит тоже, видишь? С корнем отгрызла. Вот ходы какие-то. Вот они. Да. А, вон, Ух ты, вон. тоже смотри, какие ходы. А, ну вот. Вон. Да. Но это не слепыш. Нет. Это, Вот это наверное, может быть. крыса земляная. Может быть, да. Надо что-то почитать, как их вытравить. Ну, мне надо лук прополоть осталось. Лучок. Вот этот и вот этот. А курочка будет сегодня готовиться? Будет. Сейчас я досажу хризантему и пойду, наверное, поставлю курицу, а потом уже за помидоры возьму. Вон помидоры остались, куда их девать? Вот. Уже цветут, их надо рассадить. А вот сюда я посадила. А вот сюда я провалился. Ну, Во. это ходы, наверное. Ходы там. Ходы. Да. Весь огород Сюда перекопан. это кабачки, 2 куста, ну, семечки воткнула. Не знаю, вырастет, не вырастет. У меня что-то кабачки в этом году плохо всходят. Ну так, вот это место под помидоры осталось. Доброе. Переговариваемся с Копченым. Ой, уже лень встать. Копченый, да. Копченый. Ленивый такой уже стал. Такой, что дают, что дают. Пока нет ничего. Попозже будет. Ну вот наш цыпленок бройлеров. Я выбрала, который поменьше вес. Грудку сейчас Максик поел. Пришел тут, под окном орал. Ну залазь, Макс. Давай, иди прыгай. Иди. Да не ко мне иди, прыгай на стул. Иди, Макс, иди сюда, иди. Давай. А, ну тебя. Сделала я, значит, для курицы здесь приправа по-абхазски для курицы, горчица, ну, приправа сухая, и черный перец. Сейчас я ее намажу и в духовку на противне сделаю. Она быстро приготовится. Мясо молодое, сочное. Мы раньше делали постоянно так. А на гарнир... Что сделать, Алик, на гарнир? Картошку молодую? Да? Или надоела картошка? Ну, молодая не надоела. Пока не надоела. Значит, картошки сварю на гарнир молодой. И поужинаем мы. Вот этот ужин у нас будет со своим мясом, со своим картошечкой,
со своей картошечкой. Ладно, слюни текут уже. Давай. Хорош дразнить тут. Да, Да, Макс. Максик? Рабочий день подошел к концу. У нас все. Обнял, приподнял.